Доброго здоровечка, хунту и хунтуберы. Мы с Украины. Как же я вам благодарен за ваши теплые комменты под вчерашним роликом про Кару. Вы своей поддержкой вдохновляете и даете крылья работать дальше. Так что с первых слов завитую. Сегодня отправлен отличный ноут деду, и Андрей Еремчук выиграл аукцион на вот этот автомобиль. Теперь эта зверюга будет приносить пользу нам и помогать делать побольше русски хорошими. Правда, перегнать ее в Украину будет стоить нервов и денег, но никто не обещал, что майские шашлыки нам достанутся легко. Верно? А судя по последним событиям в Москве, нам будет чем заняться в этом плане еще некоторое время. Тем более все сегодня ночью ждали громкой оплеухи, а получили, как обычно, хнык-пшик. Пару мыслей по поводу мобилизации и что задумал манекен. Я ж не военный эксперт, я мимо крокодил, но даже мне кое-что видно. Для того, чтобы мобилизовать большое количество людей, вам нужно иметь военные части, где будут обучаться мобилизованные. Иметь военных, которые будут заниматься обучением мобилизованных и поедут с ними воевать как командиры. Иметь в наличии технику и другое оснащение для укомплектации мобилизованных. А теперь смотрите. Советский Союз содержал всю эту инфраструктуру, потому что у него как раз-таки было прописано, что в случае чего совочек должен поставить в ряды сотни тысяч бравцев в течение очень короткого времени. Соответственно, по всей стране были построены эти самые части, которые пустовали основное время, в которых пинали швабру серьезные инструктора, которые должны были обучать вновь набранных юнцов. А на складах хранились сотни тысяч железных коробочек с дизельными движками, способные быстро расконсервироваться и двинуться в поля. После реформ Сердюкова, задача которого была сократить издержки МО, большую часть этих частей позакрывали, военных сократили или перевели на контрактную службу, которых и отправили в тур по Украине 24 февраля. То есть они или уже не с нами, или на ремонте. Соответственно, на данный момент в РФ нет этих военных баз, которые готовы массово обучать мобилизованных солдат. Нет военных, которые должны их обучать. Благодаря работе наших ЗСУ с техникой тоже проблемы. Все, что хранилось на складах в хорошем состоянии, уже достали и отправили в Украину. Это вовсе не значит, что у них нет техники вовсе. Ее еще до Бениной мамы. Но чтобы ее привести в чувство, понадобится время и бабулеты. Плюс аргумент про вещевое обеспечение. Вторая армия мира с бюджетом 87 миллиардов долларов собирает на теплаки генераторы точно так же, как и наша армия с годовым бюджетом менее 4 миллиардов долларов. Плюс аргумент о все той же логистике. Вы видели, как они справлялись в феврале-марте? С тех пор лучше не стало. Стало хуже. Россия потратила колоссальное количество ресурсов в Украине. Их самолеты каждый день делают десятки вылетов. Все это дельтапланерство нужно обслуживать, чтобы оно банально не валилось с неба. А оно уже валится с неба, есть видео. То есть никакой мобилизации 300 тысяч за месяц мы не увидим. Манекен и режим собрали для себя юридическую раму, как силой загнать любителей пива в военкоматы, потому что на контракт уже никто не шел. Теперь давайте посмотрим на сам указ. Забирать фактически можно кого угодно. 300 тысяч, озвученные Петуном, это просто цифра. Кто там проверяет? Мобилизировать будут столько, сколько смогут догнать. Что они хотят? После взятия Изюма Кремль понял, что дело пахнет жареным, и нужно срочно призывать дополнительные войска, чтобы хотя бы сдержать наступление ЗСУ. Узкое горлышко тут как раз обучение мобилизованных, плюс наличие техники, поднятой со склада и приведенной в боевую готовность. То есть мобилизировать будут столько, сколько получится пропустить через военную машину, обучить, снарядить, экипировать и так далее. Все это не решает их основных проблем. Плохое обучение, плохое командование, плохое оснащение, плохой боевой дух, а вернее его отсутствие, плохая логистика. Что бы они ни делали, победить они не смогут. Если у вас на стройке было 10 похмеляющихся, то наличие 100 похмеляющихся проблему не решит. Нам от всех мероприятий не станет лучше, конечно, нам мороки больше, но у нас выхода нет. Это наша Украина. И Белгород Украина, кстати, и Ставрополь. Запомните одну вещь. Когда говорите «нужен ли нам Белгород», на самом деле вы спрашиваете «нужен ли нам целенький Харьков?». Говорите «нужен ли Украине какой-нибудь Брянск?», значит, это вопрос «нужно ли сохранить в целости Чернигов?». И так по всему поясу безопасности. Мы же народ хозяйственный. Когда все это завершится, отстроим города и объекты инфраструктуры и не захотим их терять. Но если туда можно будет достать любым советским устройством с чем-то вроде ствола, процесс восстановления станет чем-то странным. Выходит, мы как бы вернемся и ничего не сделаем для безопасности.
Отстроим дом, чтобы в него влетало снова и снова. Восстановим школы, чтобы однажды деткам влетело время урока, так сказать, вместо родительского собрания. Отстроим ТЭЦ, чтобы потом снова отстраивать ТЭЦ. Открою секрет. Тогда мы будем вовсе не хозяйственным народом, а балбесами. Так нельзя. Когда ты что-то делаешь для себя, всегда держишь в уме безопасность. Иначе покажите мне украинца, который дом бензином облил и там шашлычки жарит. То же самое. Не надо делать вид, что безопасность хаты под Киевом – это наше все, а безопасность страны мимо пробегала. Это не так. Я же не требую срочно брать в свой состав чужие земли, было бы глупо. Не хочу и не призываю их кормить, а раз в 4 года обуревать с электоральных свершений силами новых областей. Фу иметь такие приколы. Пояс безопасности. Отдельная республика из 2-3 областей. Поверьте, ресурсов им точно хватит на жизнь, я проверял. А уж если кто-то и захочет присоединить, то только после украинизации, сдачи экзамена на знание истории и языка, можно сделать социальный лифт в виде службы в ЗСУ. Нет, не сразу в элитные части, просто чтобы побывали в структуре. И тогда земли войдут в состав Украины. Думаю, не при нашей с вами жизни, хотя бы в глубокой старости, не раньше. Прямо сейчас нас волнует безопасность. Мы стоим за победу, и ее результат важно удержать, зацементировать. Вот зачем нам Белгород. И пусть он для начала побудет в поясе. И не при империи, и не при нас. Ведь оно как выходит? В России ты или за войну, или не гражданин России. Вот так просто. Только налоги плати, отношение будет все равно как к приезжему. Кто так решил? Не государство, его там нет. Ботоксный макет так решил. Но с утра до ночи этот манекен толдычит про суверенитет и многополярный мир, манекеном быть не переставая. По телу манекена вовсю гасают тараканы, им виднее, что делать. Они знают, как войну выиграть, где живую силу брать и куда стрелять. Они знают, нужны военные рельсы для экономики. Сами, правда, построили лишь пирамидку в унитазе, но тыкают лапкой, что и куда перевести. Странная картинка. Они все за Россию, но какую-то разную. Ведь тараканы хотят побед, не имея опыта успешных действий. Чем они помогают? Ничем. Только требуют, лезут подменять собой государство. К слову, требовать от последнего еще чего-то это вовсе не мешает. Власть, начавшая войну и уже ее проигравшая в стратегическом плане, пытается все это упрятать под ковер. Население продолжает быть пассивным болотом, дальше разменивая покорность на плохую жизнь. Только жить почему-то все хуже удается. Вот частичную мобилизацию объявили. Приходится ныкаться теперь. А после вступления в силу энергетического эмбарго станет так плохо, что некогда плохая жизнь покажется раем. Болото как болото. Те, кто против, и сейчас против. А кто за? Те, кого ботоксный макет президента сам себе растил на коленке, как сувенир и как самую радикальную группу поддержки. Само собой, выглядит это жалко. Даю пример. Одна российская бабулька написала пост в Инстаграме, мол, я за своего мужа и точка. И это уже повод для истерики. То есть 3 бабушки с Инстаграмом могут вызвать бурление, 5 – небольшую драку, а 10 – вот уровень либерпатриотов. Они Пугачеву в 2022 году обсуждают. Наверное, в перерывах между анализом ситуации на Харьковщине и разбором бавовны в Белогорье. Тоже ведь важно. Нужные темы. Кто взрастил ватагу? Макет. Радикалы плохие везде, но в так называемой РФ они почему-то хорошие. Когда поляк или украинец-националист, фу, нельзя. То ли дело Холмогорова заказами фаршировать с утра до ночи. И система дала сбой. Хочет ударить по тормозам, а отростки мешают. Блокируют педаль, норовят газ нажать, пока медлишь. Оказалось, что Путин таки умеет продать идею. Только не целому региону и не другой стране. Он продал ее тем, у кого сейчас был бы рад отобрать. Сборищу самых отбитых маргиналов. Теперь они мешают. Забрать бы подарок. Только не получается почему-то. Зачем им государство? Только мешает и под ногами путается. Но РФ слаба как государство. Не мешает, а при необходимости быстро падет. Нам это плюс, а вот русским не очень. Нет стратегов, чтобы строить план. Нет мыслителей, способных мотивировать народ затянуть в пояса. Власть скормила ему идею, что на плохую жизнь денег всегда хватит. Еще у них нет антикриза на случай, если какая бабушка в Инстаграм напишет. Здесь можно ставить точку.
Россия не имеет монополии на насилие, отдав ее Пригожину и добробатам. Не имеет былого запаса силовиков. Многие слиняли в лучшие миры. Не имеет экономической мощи. Портить кому-то жизнь способна. Но это экономисты не учтут. Убери нефтегаз. Все. Нет выхлопа. Страна 404. И теперь в ней лучше всего живется интернет-комиссарам. Не работягам, не старикам. Шобла уже рассуждает, кого лишать паспортов и кого призовут. Почему так? Государство и эту монополию на насилие пробунькало в бодром темпе. Страна, где хорошо живется, лишь тараканам. И они нас учить лезли. Я уже говорил, что выкормленные манекеном лоботрясы его же и сожрут. Пока что у них аперитив. Увидят слабость. Пора трапезничать. Все можно было предотвратить, но болото предпочло быть именно болотом, сидя дома. Жрать есть что? Вот и ладушки. Теперь Запад запер большую часть русских дома, а дома принялись закручивать гайки, чтобы на плохую жизнь не хватало, чтобы дома сидеть стало невыгодно. Уголь уже продается в Китае по себестоимости, а ведь его куснули санкциями в первую очередь. Понадобилось около полугода, чтобы отрасль стала бомжом. А дальше нефть, газ. Ох, как же весело будет России, мы еще и со своей стороны добавим. Болото. Тебя осушат свои же. А мы поможем и проследим. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ставайте донаторами Пенса, підпишіться і придивіться ролик на другому каналі 24UA Pence. Зробіть і тут і там червону пімпочку сіренькою, потім тичніть дзвоника, виберіть всі нагадування, бо більшу частину доходів каналів Пенс відправляє на перемогу. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України.